Настал день, когда по самой популярной игре в мире выпустили долгожданную экранизацию. Майнкрафт фильм 25 года – это событие, породившее собой волну хайпа и мемов в интернете, что смогло показать силу Майнкрафт-сообщества. Я посмотрел этот фильм, и сегодня я бы хотел со спойлерами и без них разобрать это кино и постараться ответить на вопрос. Майнкрафт фильм хорошо или плохо? Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Погнали! 4 апреля вышел фильмец, который люди ждали буквально годами. И ждать они начали еще очень давно, начиная с 2010-х годов. Первые шаги начались еще в 2014-м, когда студия Warner Bros. Приобрела права на экранизацию игры. Первым режиссером стал Шон Леви, но он покинул проект из-за разногласий по сценарию. В 2015 году к проекту присоединился Роб МакЭлхенни, но тоже ушел. В итоге, начиная с 2018 года, все это время студия искала людей на пост режиссера. И после пандемии COVID-19 Warner назвали дату выхода – 4 апреля 25-го. Примечательно, что каждый раз разные режиссеры предлагали свое видение фильма. То это был чисто приключенческий фильм, как Джуманджи, то он должен был иметь философский подтекст. Короче, по итогу мы имеем абсолютную комедию, фантастику и боевик ровно на 1 час 40 минут. Но рецензии критиков и фанатов очень сильно расходятся в мнениях. И я сейчас объясню, почему это так. К слову, я уже ходил на этот фильм. Вот вам влог. Итак, началось все с того, что фильм наконец-то появился в моем кинотеатре города Студенец Синема, у которого я, кстати, выиграл вот этот мерч по странному мультику в розыгрыше в ВК-сообществе. И вот я уже здесь, вот тут начало, а тут уже конец. Я был в полном афиге от такого, чувствую, как мой IQ опустился, но давайте по порядку. Рассказываю без спойлеров. По сюжету 4 аутсайдеров из реального мира, Гаррет мусорщик, подросток Генри, его сестра Натали и агент по недвижимости Дон, попадают через портал в Верхний мир, кубическую вселенную, где все состоит из блоков. Тут они встречают Стива, который давно исследует этот мир. Теперь им предстоит вместе противостоять врагам из Нижнего мира и спасти Верхний. Скажу сразу, фильм смотрится очень динамичным, насыщенным и, я бы даже сказал, быстрым, как Sonic 3, и поэтому время улетает со скоростью света. Персонажи имеют, на мой взгляд, довольно достаточный уровень раскрытости. Мне, как зрителю, было очень прикольно наблюдать за химией между ними, хоть и раскрыли не всех так же хорошо, как, например, того же Стива. Очень приятно наблюдать тот факт, что в фильме продвигаются семейные ценности, и вообще в целом предыстория почти каждого героя имеет свой смысл. Меня лично зацепил персонаж Генри, и, конечно же, Стив и Гаррет. Дон и Натали раскрыли слабенько, если честно, хоть и выделили им даже личное экранное время. Решение правильно, но мало что изменило. Да и вообще, что я тут фигней занимаюсь? Фильм стоит смотреть ради юмора, который часто бывает тупым, но прикольным. Даже если он не смешной, вы будете смеяться тупо, потому что это ультра-кринж, который специально был сделан. И совсем не для того, чтобы забить дыру в виде фигового сюжета. Нет. Да, сюжет здесь очень странный, почти везде высосан из пальца и все такое. Но он тут не играет почти никакую роль. Да, он клишированный, но в наше время это норма, особенно когда много юмора, хоть он и немного ломает мораль фильма и грустные сцены. Визуальная часть фильма не такая плохая, как казалось сначала. Графика выполнена почти идеально, но страдает в динамичных сценах и ближе к концу кино. Видно, в некоторых моментах просачивается гринскрин. Так, это, конечно, все хорошо. Мне хотелось бы рассказать вам о крутейшем дискорд-сервере Reef. Reef – это уютный уголок для творчества, веселья, отдыха и поиска друзей. Место, где повседневные проблемы и переживания отходят на второй план. На сервере добрые и отзывчивые администраторы. Здесь проводят разные ивенты, смотрят фильмы, озвучивают аниме, поют песенки даже. Также на постоянной основе организовывают турниры с денежными призами и раздают нетрушки в войсе. Каждый сможет найти себе компанию по интересам или тиммейтов в такие игры, как Valorant, CSGO и вообще многие другие. Заходи на Reef, заведи интересное знакомство, а может быть здесь найдешь и вторую половинку. Ссылочка на этот крутой, реально крутой дискорд-сервер в описании под видео. А мы идем дальше. Визуал сам по себе выглядит вроде нормально, но вроде где-то можно было сделать и получше. Но сама по себе игра актеров этот пробел хорошо забивает. Хотя, опять же, с другой стороны, игра
как будто ребята реально потусоваться пришли на полчасика чисто. Но это как бы комедия, ок, да? Короче, давайте теперь пробежимся по спойлерам. Если вы не смотрели кинчик, то обязательно гляньте с друзьями и приходите сюда в следующий раз. А если уже глянули, то не откладывайте свой чаечек. Опять же, отмечаем мораль фильма и раскрытие персонажей, хоть это и присутствует, скажем так, не везде. Например, от Дон мы узнали только то, что она любит животных и зарабатывает на этом. А вот с сестрой Генри получилась хорошая печальная предыстория, которая хорошо дополняет картину. Музыка в фильме есть. Есть прикольные написанные для этого фильма саундтреки. Есть также легендарные саундтреки от C418. Например, Пик Степ или заглавная тема игры. Это та самая легендарная музыка. А также та самая легендарная свинья. О, а этот типа король? Нет, это легенда. И мемы. Да, фильм активно пытается стать мемом, и это частично удалось. Реплики Стива стали мемами, что привлекло широкую аудиторию детей и помогло забыть зрителю про смутный сюжет. Все мемы, которые сейчас форсятся в ТикТоке и вообще по всему интернету, реально очень хорошо пиарит фильм, и это очень круто. Круто то, что именно то, ради кого создавался фильм, а именно сообщество майнкрафтеров, крупнейший фандом на свете, смотрит это кино и дает повод посмотреть его другим людям со всего мира. Да, это, возможно, тупое, клишированное, забитое юмором кино, чисто на один разок под попкорн с друзьями. Но это ведь круто. Посмотрите вокруг, сколько людей связывает эта игра и связывала все эти годы. Вы росли на Майнкрафте в детстве, видели его и видите каждый день, ведь он все еще занимает первые строчки в трендах и популярен во всем мире. Почему? Да вы посмотрите, что люди творят. Сколько построек было создано. Сколько людей ждали версию 1.16 всем комьюнити. Сколько людей строили свой первый дом в первую ночь, а уже через год строили вот это. Игра, которая объединяет людей. Тех, кто привык фантазировать и заниматься творчеством, что хорошо подчеркнуто в фильме. Игра, которую помнят все. Игра, которая подарила людям друзей, единомышленников, поводов для безумных экспериментов, которые сложно перечислять и которые возможны только тут, благодаря Майнкрафту. Этот фильм хорошо это показывает и ставит перед собой цель начать, возможно, новую франшизу, потому что вторая часть уже в разработке, и теперь это все мы видим в кино. Мнение может быть у каждого свое. Скажете мне, что это полное дерьмо, я вас 100% пойму. Скажете, что это крутой фильм, я вас тоже пойму. Как так получается? Легко. Смотря кто тут из вас фанат, а кто критик. И вот и весь секрет различия между оценками фильма. А я лично ставлю кино 7 из 10. Хоть и имея странный сюжет и большую жажду чего-то большего, чего мы получим уже во второй части. Пишите свое мнение в комментариях, я обязательно все прочитаю, я всегда это читаю. А на этом я это видео заканчиваю. К слову, скоро выйдет «Абонент 2». Это мой новый короткометражный фильм, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, а также на ВК-сообщество, где видео выходит раньше. А на этом я это видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорого.